Привет! У меня сегодня отличный день. А у вас? My name is Natalie. This is my next video with Russian prefixes. On Natalie Practical Russian, I want to give you Russian words through stories that you can recognize the connection between some Russian words. Today's topic is the Russian words with the root klad. Do you know the meaning of this word? Let's figure out together, okay? If you're first time here, I have free material for you. That's a survival kit. You can practice more Russian phrases from this book. To get it, click on the link below. The link is in the description section, okay? And now, listen to my story, and you can use English and Russian subtitles. Сегодня я очень счастливая, потому что я еду отдыхать. Я поеду в другой город, я буду отдыхать 2 дня. Это отлично, но мне надо собрать вещи. Я буду собирать вещи, что мне надо, что мне не надо. Да, и я буду складывать вещи в сумку. У меня есть специальная сумка. Обычно я беру эту сумку с собой, и я буду складывать. Потому что я не хочу покупать новые вещи там, я люблю мои вещи, я не хочу тратить время и покупать там, поэтому я беру с собой, что мне надо. Это сумка, я открываю сумку, и это вещи, это что я использую часто, каждый день. Так, и сейчас я раскладываю вещи на столе, я раскладываю перед собой, потому что я хочу видеть, я хочу все видеть, и я буду думать, что мне надо, что мне не надо. У меня не так много вещей. Это шампунь, он мне нужен. Я складываю его в сумку. Это тоже мне надо, это для лица, я использую это каждый день. Я складываю вещи. Дезодорант мне тоже нужен. Я беру и кладу в сумку. Я складываю все вещи в сумку. Я беру и кладу. Я складываю это все. Но мало места. Что делать? Я не знаю, что делать. Может быть, что-то мне не надо. Может быть, это мне не очень надо. Да, я думаю, я не буду использовать это. Я еду только на 2 дня. Конечно, я не буду. Я беру это и откладываю. Мне не надо, я откладываю в сторону. Да? Я убираю это, я кладу это в сторону. Я беру это и тоже откладываю. Не надо. Да, а это я хочу взять с собой, но мне не нравится, как это выглядит. Я буду перекладывать вещи по-другому, я буду складывать их по-другому. Я выкладываю их обратно на стол, я выкладываю все, я снова раскладываю все на столе и буду складывать еще раз. Да, шампунь сюда, я кладу его сюда, дезодорант сюда. Я укладываю красиво. Я хочу, чтобы это выглядело красиво. Я укладываю вещи. Это сюда, что еще? Это сюда, это сюда. Я перекладываю, я что-то перекладываю. Я беру это и перекладываю в другое место. Это было здесь, и сейчас это здесь. Я перекладываю, меняю место. Вот, сейчас мне нравится. Да, могу закрывать. Я думаю, сейчас хорошо. Я собираюсь в поездку. Я поеду в другой город через несколько дней, но я уже сейчас складываю вещи. Обычно я люблю делать это заранее. Я не люблю делать это в последний момент. И я люблю складывать вещи, я люблю собирать чемодан. Обычно я складываю чемодан за неделю или за 2. Я начинаю складывать вещи в чемодан.
Я не знаю почему, но мне нравится это чувство. Может быть, это не нормально. Я также не люблю откладывать вещи на потом. Я знаю, что мне нужно сделать это. Я не хочу делать это в последний момент, и поэтому я не хочу откладывать это. Конечно, я часто откладываю что-то, например, на завтра. Это правда, потому что у меня нет времени, я не всегда могу сделать сегодня. У меня обычно много дел, и, конечно, у меня есть приоритеты, есть важные, есть неважные дела, и часто я откладываю на следующий день. Может быть, у меня нет времени, потому что я обычно стараюсь сделать на 100%. Я думаю, я немного перфекционист. Я хочу делать все на 100%. Я хочу все идеально, и поэтому я обычно выкладываюсь на 100%. Я очень стараюсь, я выкладываюсь, я выхожу за рамки, да, когда я делаю что-то. И, конечно, я трачу много времени на это. И часто я не укладываюсь в сроки. У меня есть дедлайн, у меня есть срок, но я не укладываюсь, я трачу больше времени, чтобы закончить. И поэтому у меня нет времени, и я откладываю дела на следующий день. И часто я откладываю неделями, да, я не делаю это неделями, 1 неделю, 2 недели, 3 недели, потому что я не могу. И я не люблю перекладывать свои дела на другого человека. Конечно, я могу просить друзей, я могу просить маму сделать что-то, я могу просить о помощи, но я не люблю перекладывать свои дела. Я думаю, что это нехорошо перекладывать свои дела на другого человека, потому что сейчас все мы заняты, у нас много дел, а я люблю делать сама. Может быть, это не совсем правильно, может быть, надо делегировать что-то, но делегировать это другое. Да? Перекладывать свои проблемы на другого человека – это нехорошо. А еще, когда я делаю, я прикладываю максимум усилий. Я всегда хочу сделать идеально. Для меня это очень важно, и я стараюсь на 100%, я прикладываю усилия. И я даже в самые неважные дела часто вкладываю важный смысл, важное значение. Для меня все очень важно. Я хочу все идеально. Я вкладываю какой-то смысл важный, но иногда это не так важно. И сейчас я хочу повторить новые слова. Класть. Класть значит, когда у меня есть вещь в руках, и я кладу ее на стол, например. Я кладу. Или я кладу вещи в чемодан. Но мы часто говорим, я складываю вещи в чемодан. Складывать значит, вещи находятся в разных местах, и вы складываете эти вещи в одно место. Да? Я беру вещь и складываю. Например, в деревне на даче у людей есть склад. Это специальное место, где люди хранят вещи. Там разные вещи, нужные вещи и ненужные вещи. Да? Это склад, специальное место, куда люди складывают разные вещи. Называется склад. Складывать. Вкладывать значит in. Да? У меня что-то есть, и я еще вкладываю внутрь. Например, у меня есть книга, и я вкладываю лист бумаги, да, в книгу. Я вкладываю. Или, например, у меня есть счет в банке, у меня есть деньги в банке, и я открываю вклад. Когда я открываю вклад, я хочу получить процент. Я вкладываю мои деньги с целью, да, мне нужен процент.
Мы также вкладываем деньги в инвестиции, в компании, мы можем вкладывать деньги в бизнес, да? Я беру мои деньги и вкладываю во что-то. Хорошо, выкладывать. Выкладывать вы как out, выходить, выкладывать. Если у меня есть сумка, я выкладываю вещи из сумки, конечно же. Или у меня есть коробка, я выкладываю эти вещи из коробки. И еще мы также в социальных сетях мы делаем посты, мы выкладываем фотографии или мы выкладываем видео в социальных сетях. Потому что это мое видео, я хочу рассказать, я хочу показать это видео, и я выкладываю всем, да, все будут смотреть это видео. Следующее, перекладывать. Пере значит менять что-то. Эта вещь сейчас находится здесь, я перекладываю ее, и эта вещь находится в другом месте. Я меняю место, да, но это делаю я перекладываю. Что еще мы перекладываем? Например, я не хочу делать что-то, и я перекладываю свои дела на другого человека. Я прошу маму сделать что-то, я перекладываю это на маму. Прикладывать. Прикладывать значит добавлять что-то. Например, прикладывать усилия. Я уже работаю, я уже делаю усилия, я прикладываю усилия. Значит, я стараюсь еще больше. Что я прикладываю? Это к чему-то, когда у вас есть вещь, и вы добавляете что-то к чему-то. Прикладывать. Хорошо. Укладывать. Укладывать значит класть по порядку. Да? Вы делаете порядок. Я укладываю вещи. Я люблю порядок, и я укладываю. Значит, я создаю порядок. И раскладывать. Раскладывать раз значит по сторонам. Да? Вы просто раскладываете. Вы хотите видеть все вещи, и вы раскладываете их вокруг, не знаю, вы раскладываете вещи перед собой. Например, хороший пример, раскладка на компьютере. Мы все используем компьютер или телефон, и у нас есть раскладка клавиатуры. Буквы, да? Вы используете, какой язык вы используете? У меня на компьютере русская и английская раскладка. Русская, потому что я русская, и я покупала компьютер в России. И английская, всегда английская, потому что все программисты пишут программы на английском, и у нас всегда есть английская раскладка тоже. Выкладываться. Выкладываться, когда на работе вы очень стараетесь, вы выходите за рамки, за свои границы, вы выкладываетесь. И также можно укладываться во времени. У вас есть дедлайн, у вас есть срок, и вы делаете вовремя, значит, вы укладываетесь. Да, у вас есть тайминг или время, и вы укладываетесь. Вы закончите работу вовремя. Это все. And now that's very important information. This verb is the imperfective verb. So we use this verb in present tense, past tense and future tense. For example, он выкладывает, present tense. Он выкладывал, past tense. Он будет выкладывать, future tense. That's a regular. And we have another verb for perfective form. That's он выложил, он выложит. There is no in present tense. And we also have these verbs with prefixes. Выложить, отложить, приложить, наложить, переложить. You have to know this. It's really important. And in my next video I'll give you a story with this form of verb.
И сейчас мои вопросы, как обычно. Вопрос номер 1. Вы долго складываете вещи в чемодан или в сумку, когда собираетесь в поездку? Вы долго складываете вещи в чемодан или в сумку, когда вы собираетесь в поездку? Вопрос номер 2. Вы часто откладываете дела на потом? Вы часто откладываете дела на потом? Вопрос номер 3. Вы вкладываете ваши деньги в бизнес или в инвестиции, в акции? Вы вкладываете ваши деньги в акции, в бизнес, в инвестиции? Или у вас есть вклады в банке? У вас есть вклады в банке? И последний вопрос. Какая у вас раскладка на клавиатуре? Какая у вас раскладка на клавиатуре? Очень хорошо. Thank you for being with me, and I would like to say that I really enjoy reading your comments. I feel that I'm doing something useful. Thank you all for your support. For my part, I will try to make more videos, answer my questions to get more out of this video. You can find them below, and also there is a link with my free material. Click on the link and download my free book. This book has common Russian phrases. I wish you a wonderful day. Увидимся в следующий раз и пока.